Сегодня мы удивляем местных жителей в Хуаншань, точнее в Тайпине. Приехали за свежим зеленым чаем, как это ни странно. Отправляемся на родину самого хорошего Тайпина в Синьминсян. Будем смотреть, как же делается чай и, собственно, выбирать хороший чай. Погода отличная, значит, чай сегодня тоже должен быть хороший. Будем смотреть на местные особенности. Надо сказать, что производство Тайпина и Тайпин Фукуя, знаменитого зеленого чая нихойского, который входит в десятку лучших чаев Китая, весьма необычно. Оно отличается сильно от производства другого зеленого чая, поэтому я думаю, это будет интересно посмотреть. Вот так выглядит плантация Тайпин Фукуя. Обычно Тайпин очень такой низенький кустик. Вот, особенно после подрезки это видно. Вот здесь пока еще не подрезанные кусты, потому что еще активно идет сбор. Собирается довольно длинный побег, потому что, как вы знаете, Тайпин Фукуй довольно длинный, такой вот красивый, спрессованный флеш прокатывается по станку. Сейчас мы это увидим, как производится. Вот такая собирается длинная флеш. Длина может быть разной, в зависимости от того, какой конкретно плантация, какой конкретно подходит к сбору. Там более тщательный, менее тщательный, там более, значит, аккуратный чай делают или нет, какой там собираются делать процесс именно производства непосредственно, то есть делать его таким более плотная сушка, более как бы длительная, наоборот помягче, более цинсян. То есть тут зависит уже от предпочтений производителя. Но побег вот такой вот. Мы специально дают немного подрасти, чтобы получился именно такой длинный, красивый Тайпин Фукуй. Как вы многие знаете, конечно же, для китайцев очень важно, как выглядит чай. То есть так называемый вайгуан. Вайгуан хан пяолян, вайгуан хан хаокан. То есть очень красивый, симпатичный, изящный внешний вид. Конечно же, это очень важно. Если, например, посмотреть на какой-то такой очень грубый низкосортный чай, как правило, он весь такой разносортный, лист сломанный, есть размер листочков разный, мало почек, много палок и так далее. Обычно такие вот вещами характеризуются чай низкого качества. Для Тайпин Фукуя особо важен размер самого побега. Он должен быть одинаковый. Считается идеальный стандарт этого чая, когда листочек к листочку одинаковый цвет, одинаковый примерно размер, то есть длина и ширина, такой вот именно красивый. Но с другой стороны, надо сказать, что бывает очень красивый чай там, с одинаковыми побегами, но при этом, к сожалению, не очень вкусный. Бывает чай такой не очень красивый, может быть такой, знаете, как иногда называют дикорастущий тайпин, подскрученный немного, может быть такой не очень аккуратный, не очень плоский, но он бывает даже и повкуснее. То есть чисто с точки зрения вкуса не обязательно красивый чай будет вкуснее, но идеальный чай, это который обладает, конечно же, очень таким довольно плотным ароматом, то есть тут хунбэй в нем чувствуется, а не просто такой без запаха тайпин. Без запаха, конечно, тоже бывает, просто он дешевый, не значит, что он плохой. Он должен быть с разумным соотношением цена-качество. Должен обладать правильным таким размером, не слишком широким, не слишком узким. Сами побеги должны быть примерно одинаковые. Естественно, считается отбраковкой, там всякие ломаные листы и так далее. И именно в этом и вся сложность, потому что тайпин очень хрупкий, его и тяжело доставку делать его, и часто бывает так, что там лист может быть поломан на 3-4 части. Это, конечно, не очень красиво, но в принципе для именно употребления это не имеет большого значения. Гораздо важнее, чтобы был сделан хорошо и чтобы он был просто вкусный. Казалось бы, очень рядом расположенные места чайные, даже в одной и той же провинции, но куча таких вот мелких особенностей. Свой сорт со своей историей, со своей легендой, своим названием, еще и много других нюансов, начиная от таких мелочей, даже как просто размер корзинки и ее форма. Там, где делают больше почных чаев, корзинки маленькие, такие компактненькие, вот такой формы, такой округлый, арбузик такой, да, немножко выпуклый. Ну да, здесь вот такая вот форма. Корзина больше, раза в 3, наверное, потому что побег больше. То есть, например, вспомнить корзины, которые используют сборщики, например, в Шаньсти Хулунов, где побег еще больше. Там же такие огромные, две такие здоровые корзины, часто даже говорю именно 2, потому что одну поставили, собрали, и потом сборщики. Почему именно 2 носят, значит, на таких вот перекладинах? Потому что далеко забираться по горным тропам, высоко, далеко нужно идти пешком, не проехать даже на мотоцикле. Для удобства носят их вот на такие расстояния, так, коромыслом таким своеобразным. Здесь вот конкретно в Тайпине корзины выглядит вот так. На этой плантации более солнечно, поэтому видно, что такие более мясистые побеги. Мы взяли, сравнили с той плантацией. Такая флеш считается идеальной. А бывает, что при сборе собирают немножко более длинный флеш, а нижний листик или даже 2 бывает удаляют, бывает нет.
бывает сразу собирают именно такой, какой он должен остаться уже готовым чае. Кстати, есть несколько критериев, которые используют для того, чтобы отбраковать сырье. Есть эти свойства у флеша, значит, ее не собирают. Там либо слишком большая почка, слишком маленькая почка, там лист слишком длинный, расстояние, значит, между листами, значит, которые отходят от черенка, слишком длинные. Еще какие-то такие вот нюансы. Потом, значит, например, вот такие вот фиолетовые побеги, вот тут тоже есть флеши такие фиолетовые, их тоже считается, что не собирают. Кстати, видно, что они скручены так вот немножечко в обратную сторону. Это, видимо, от холодной температуры. На разных плантациях в разных провинциях встречаются фиолетовые побеги. Например, в Юнане, наоборот, из этого делают зыча, то есть там пурпурный, да, значит, пуэр. Даже вывели свой сорт. Здесь, значит, это считается браком. Вот где-то не обращают внимания, просто собирают все вместе. Но конкретно здесь это считается выбраковкой. Кроме того, такие слишком не сформировавшиеся, может быть, или маленькие побеги тоже не собирают. Стараются брать одинаковый размер, как я уже говорил. Потом, если бывает немножко повреждена какой-нибудь болезнью, почка искривлена, вот, например, как здесь вот, да, это тоже не используется. Или такая слишком тоненькая, как вот здесь. Берут такие мясистые кончики, как правило. Ну, естественно, если нет почки, или она, например, не сформировалась, или уже раскрылась, такое тоже не собирают. Кстати, есть еще и особенное идеальное расположение для плантации. Считается вот наподобие, как вот здесь, когда склон горы достаточно такой, не слишком крутой, например, таким вот углом. Потом обязательно лесочек, то есть чтобы не слишком широкая плантация была, вот, чтобы было некоторое затенение, хотя бы небольшое. А идеально считается выбирать северную сторону горы. Вот, и, кстати, еще интересная особенность, что здесь ночью, вот в период сбора, самое идеально считается вот 14 дней между хлебными дождями и после цинмина, но, конечно, собирают тут до и после, в зависимости от погоды. Но вот это считается идеальный период. И как раз в этот период погода стоит такая, что ночью довольно прохладно. Как раз получается, что за ночь лист, он сохраняет в себе все, что он получил за световой день. В случае, если ночью как раз прохладно, он это не отдает. И получается, что как раз утренний сбор, он самый качественный, и поэтому сбор обычно ведется до 10 часов утра. Потом, собственно, уже идет производство. Конечно, тоже бывают исключения. Конкретно сейчас вот здесь уже 11:30, еще что-то собирают. Прошли хлебные дожди, даже, можно сказать, где-то продолжаются. Вот. Но, в общем, в любом случае, самое идеальное время уже прошло. Поэтому сейчас делают чай уже, скажем так, в вторую очередь, да, который уже попроще, подешевле. Он тоже неплохой, но, конечно же, идеальный чай, который делают раньше. Считается, что зеленый чай вообще делать довольно несложно, потому что у него нет такого, например, большого количества стадий обработки, как у тех же улунов, или даже у шупуэра, где там сложная ферментация или красного чая. Но Тайпин Фукуй однозначно входит в список зеленых чаев, которые исключены из этого списка легких производства чаев, хотя у него нету такой стадии, как скручивание, вот, но есть очень сложная стадия, как раскладывание, потому что, как вы знаете, форма Тайпин Фукуй такая длинный, плоский, спрессованный лист. Чтобы его таким сделать, необходимо после первой стадии, которая является обжарка, аккуратненько разложить листик к листику на вот таком вот подносе. Сейчас уже технология очень сильно усовершенствовалась по сравнению с тем, что было раньше. То есть сейчас механизировано в целом производство. Но по-прежнему ценится ручная обработка, ручные станки, а также особо ценится сушка, которая производится не на электрических таких вот сушильных, как здесь, а на сушилках, которые работают в дровах. Конкретно здесь вот сейчас все производство помещается в одном цехе, то есть обжарка, потом, значит, листики после обжарки раскладываются на подносы отдаются, значит, мастеру, который следит одновременно и за разглаживанием листьев, и за сушкой финальной, и, по сути, чай готов. Финальная сушка в идеале делается в 3 стадии, то есть с постепенным повышением температуры, вот если так очень упрощенно, но, конечно же, при ручном производстве все гораздо сложно, то есть там очень много нюансов, и в целом производство тайпина традиционного занимает гораздо больше количество стадий и больше количество времени. От этого и зависит и цена самого чая. Очень забавный момент. Пожалуй, это, наверное, первый завод, где мне сказали, что они вообще когда-либо видели на этом заводе иностранцев. То есть буквально что-то неделю
неделю назад, они, говорят, тоже приезжали какие-то ребята из Москвы. Но, в принципе, неудивительно, потому что Хуаншань — это супер вообще известное место всемирным. Это, пожалуй, очень редкое место в Китае, где вообще можно встретить европейцев. Там не как, вау, ничего себе, европейцы видел, а как, в принципе, он довольно-таки туристически известный, как бы, поэтому ничего удивительного. Но это здорово, что развивается чайное дело в России. Чем больше народу изучает чай, пьет чай, продает чай, тем лучше идут дела у всех, кто занимается чаем, и тем лучше и повышается уровень осознанности, потому что, как мы знаем, чай — это хорошо, а много чая — это еще лучше. Весь цех именно станочный, скажем так, то есть вот машина для обжарки, вот станок для сминания, в смысле для прессовки. Вот, он автоматически прокатывает таким валиком, значит, по вот этому подносу. Вот, поднос очень просто сделан, то есть там тряпочка, на ней раскладываются листья, как вы видите, мастерица тут тщательно, кропотливо. Причем еще нужно стараться так, чтобы они друг на друга не попадали, иначе они слипнутся и будет не очень красиво. Желательно, чтобы они были раздельно. Хотя, в принципе, слипшиеся тоже ничего страшного, просто не так симпатично. Потом, значит, сверху кладется рамочка стальная, да, которая прижимает их, прогоняется, и все. В общем-то, после этого можно, значит, убрать тряпочку и положить это все на сушку. Кстати, те, кто знаком вообще с пчеловодством, с пасечным делом, вот, думаю, вот эти вот станочки напомнят улики. Вот, как вставляются тоже рамки, но тут тоже только вместо меда здесь у нас чай Тайпин Фукуй. Сушка производится конкретно на этом производстве в 2 стадии, 3 на самом деле, потому что потом, как все готово, еще немножко подсушивают. Но самая такая вот именно сушка, которая связано с какой-то более-менее высокой температурой, это первые 2 стадии. Собственно, вот раз станок, 2 станок, потом, значит, часть кладут сюда, дают немножко ему охладиться, и здесь примерно, наверное, с 7-8 вот рамок, когда сбрасывают чай, потом накрывают и вот кладут вот сюда, вот на эту сушку, чтобы он так еще чуть-чуть подсох. Вот, то есть, ну, это уже, по сути, вот, можно сказать, 3-я сушка. Вот, после этого чай готов и, в общем, складывают. Выглядит он довольно-таки симпатично. Размеры, формы бывают тоже очень разные листа, это зависит и от какой сезон сбора, и от качества, и от того, насколько сильно просушили. Хорошего Тайпин Фукуя, у него должен быть довольно такой мощный, сильный аромат, вот, и довольно нежный вкус. Если очень грубо разделить Тайпин именно по оценке качества в плане вкуса, аромата, таких, вот, скажем, потребительских свойств, то, пожалуй, самый такое вот очень упрощенное определение будет: лист должен быть однородный, цвет должен быть довольно такой насыщенный, но то есть не слишком тусклый, такой блеклый, должен довольно быть блестящий такой зеленый цвет чайного дна. Вот. Если говорить про вкус-аромат, то, наверное, аромат должен быть довольно плотный, довольно яркий у сухого листа. Если аромата мало, то это такой, скажем, ну, обычный, без каких-либо прикрас, который должен стоить не очень дорого, то есть однозначно, если там в рублях, значительно меньше 1000 рублей. Если, значит, чай качественный, то у него довольно мощный, сильный аромат, но при этом нежный вкус. Ну и, собственно, совсем плохой чай — это когда ни аромата, ни вкуса. Таким мы лично не занимаемся. Вот, мы занимаемся все-таки, если есть, как бы, скажем так, категория средняя, которая не очень яркий аромат, но при этом очень нежный, приятный вкус, а который качественный, у него еще и аромат. И вот как раз аромата достичь довольно сложно, потому что хороший аромат получается непосредственно скорее на машинках не вот таких, на машинках, которые работают на дровах. Не знаю, успеем ли мы посмотреть их сегодня, но так или иначе они не очень сильно отличаются, просто вместо электричества там как бы угли. Вот, на них происходят те же самые стадии. Естественно, это уже гораздо сложнее контролировать, и производство такого чая значительно дороже. Для обжарки обычно используется около 250 грамм чая. Вот такую корзиночку накладывают, значит, рабочие завода. Если я обратил внимание, то что очень часто именно этот процесс контролирует либо владелец самого производства, либо кто-то к нему очень приближенный, потому что он очень ответственный. Прилично вот этой вот обжарки очень легко испортить сырье. Вот. Здесь станок механический, там очень такими плавными движениями машинка крутит лист, немножко его приминая. Проходит какое-то время, мастер, ну, даже несмотря на то, что есть автоматизация некого производства, но он вручную следит за тем, как происходит обжарка, и останавливает ее в нужный момент, потому что зависит от влажности листа, от времени сбора, собственно, от сезона сбора, какой именно лист и как именно нужно его обжарить, сколько времени. Вот, то есть это всегда бывает по-разному.
прохожу обучение на лету правильному укладыванию листиков. Нужно чуть-чуть его подскрутить. Кстати, тут уже чуть он такой подсохший, они поэтому очень торопятся. Активно они решили со мной вместе сфоткаться, все теперь, все работницы. Какой-то мусор попал. На самом деле работа не сложная, но просто очень кропотливая. Поэтому обычно самая многочисленная армия работниц. Сейчас это бывают те же самые сборщицы. То есть сборщиц тоже нужно очень много, не скучают никогда. Обычно то есть сборщицы собрали, все, после этого им делать нечего. А тут сборщицы собрали и пошли, в общем-то, крутить листики, укладывать их. Нужно немножко так подскручивать, но не сильно не нажимаю, чтобы лист не сломался, там, не порвался. Вот сейчас, мне кажется, что лист, как я уже говорил, немного подсушен, либо пережарен, либо просто давно уже лежит. Он должен быть более влажный, не было такого вот сухого листочка, он должен быть более влажный. Вот, просто они не успевают, видимо, уже его здесь подкручивать. Вот, но как-то так это делается. Конечно, так быстро, как они, это еще не делают. Но я стараюсь. Тайпин Хоукой обязательно входит такой список чаев, которые часто дарят дипмиссии, потому что он очень красивый, необычный и действительно очень сильно выделяется на фоне остальных зеленых чаев. И на самом деле, действительно, главное его привлекательное свойство – это как раз его внешний вид. Ну и, конечно же, его красиво вызывает в стакане, как и многие зеленые чаи, выглядит это очень симпатично. Вот. И что особо интересно, потому что, несмотря на то, что такая большая флеш чайная, все равно чай довольно тонкий, особенно если он сделан хорошо. То у него, как и у многих знаменитых чаев Китая, есть, конечно, своя легенда. Хоукуй переводится как словарь обезьян, легендарный персонаж китайской мифологии. И когда он погиб, крестьянин его похоронил с почестями. И на месте, там, где он похоронил, вырос куст чая, который получился очень вкусный, и крестьянин в честь Хоукуя, собственно, его назвал. Ему показалось, что это такая некая благодарность для него. Вот, и получился такой замечательный чай. Но это очень упрощенный такой пересказ. Чаек красивый, замечательный. И я думаю, это будет такой бюджетный тайпин. В дело идет даже отход производства, то есть всякие там череночки, какие-то нижние листочки, которые отламывают. Ими удобряют. Здесь рядом такая маленькая плантация сосен, которая здесь сейчас активно разводит. Очень много где, кстати, можно встретить, что разводят сосны. Сажают их, восстанавливают порушенную в свое время неразумными действиями природу, удобряют их, собственно, местным чаем. Очень так забавно выглядит. Такие вместо кучи навоза, значит, такие кучки чая. Немножко тут еще овес какой-то, смотрю, ошметки. Сосны, растущие на чайном листе. А вот так выглядит совсем небольшое семейное производство Тайпин Хоукуя. Все вообще совсем компактное, маленькая комнатка. В принципе, процедуры все те же самые, только тут уже очень маленький объем производства, буквально там одна семья и помощники на сезонный сбор. Одна машинка такая, ручная прокатка, не станок, а именно просто полностью вручную. Потом одна, собственно, сушилка, 5 девушек сидит, раскладывает. Но зато у них есть такой станочек, который разглаживает листики и таким образом помогает им быстрее гораздо их выкладывать. Технология одна и та же. Прожарка, вот, после этого выкладывание, разравнивание, легкое такое подскручивание. После этого пресс, прокатка и сушка. Потом еще финальная сушка и чай готов. Что забавно, здесь прямо на входе прям висит огромнейший портрет президента Китая и президента нашего русского Путина. Ну, потому что все здесь продают это как это чай, который подарили президенту Путину. Как только они знают, что это русский, первая фраза:
которые говорят, о, это тот чай, который подарили Путину, это вот этот вот. В каждой деревне китайской, независимо от того, там, именно которые занимаются здесь зеленым чаем в Ваньхое, все говорят, что именно их чай подарили Путину. В Люане подарили, значит, здесь в Тайпине это Тайпин подарили, в Аньзи говорят, что это там они подарили, то есть, короче, не важно, важно, что подарили какой-то чай, у нас он тут известный, поэтому знаменитый, и поэтому его как бы продать гораздо лучше будет. Вся ирония заключается в том, что вот здесь, вот именно вот в этой самой деревне, то есть мы сейчас находимся в Хоукэне, как раз действительно отсюда подарили чай Путину, вот как только что выяснилось. То есть везде портрет вешают, что типа Тайпин подарили, а тут как бы вот прям чуть ли не с этой семьи, но вот где-то рядом. Потому что вот это место, оно как раз оригинальное место Тайпина, то есть как бы джен-дженды, как говорится, как в каждом известном чае есть место, которое называется, ну вот, родина, то есть вот родина как раз, собственно, Хоукэн. Кстати, почему Кэн? Потому что распадок, это же так вот между двумя горами, такая небольшая долинка, и она еще идет под уклоном. И считается, что идеальное вот, место для хорошего чая и хорошего хуй тоже, это как раз вот такой вот распадок, долина, где как раз и получается, благодаря всем погодным условиям, самый лучший чай. И, кстати, характерно, что хоть место здесь вроде бы считается более традиционное, и оно гораздо лучше, все-таки чаек здесь, скажем так, ну, не лучше, чем в месте не очень традиционном. И я скажу почему. Вот, хозяева конкретно этого производства, я им так, ну, так мягко сказал, они говорят, о, у нас чай очень ароматный, чай очень ароматный, хансян. Почему они говорят очень ароматный? Потому что часто тайпин, который попроще, сухой лист имеет аромат довольно ну, такой слабый, либо вообще не имеет. И типа у нас вот ароматный. Я понюхал, конечно, ну, так скажем, средний аромат, точно невысокий. Электрическая у вас сушилка-то, как на обычных производствах. На нормальных производствах, которые там, вот, как говорится, тру, у них все-таки сушилки на дровах, там идет как бы уголь настоящий. Содержать их довольно сложно, потому что там, ну, все сложно. Как бы. Тут нужно следить еще и за огнем, помимо прочего. Кроме того, еще требуются дрова и так далее. Ну, то есть это гораздо более сложно. От них, ну, почти все отказались. Сейчас мало кто делает такой чай именно традиционным, полностью традиционным способом. Вот. Но они тут оправдания себе придумали такие, ой, ну, это у нас тут, понимаешь, там аромат от дыма, там, или, на самом деле делать чай не очень хороший, поэтому мы типа специально изменили все на электрические сушилки. Надо, конечно, поулыбался немного на эту тему, ну, как есть. Каждый придумывает свои истории, оправдывающие те или иные упрощения технологий. Вот. Но, тем не менее, чай неплохой, но, конечно же, может сделать еще лучше, скажем так. Оказалось, у владельца этого небольшого хозяйства есть два замечательнейших абсолютно сорта чая. Один, который практически вообще невозможно найти, другой, который можно найти, но с очень большим трудом. Первый называется Фоуя, почка Тайпин Хоукуя, а второй называется Лань-Хуача, то есть просто орхидеевый чай. По сути, орхидеевый чай действительно пахнет орхидеей, что-то очень интересное. Видимо, я думаю, это за счет сушки, то есть он нечто среднее между желтым и зеленым, и аромат просто невероятный. Очень маленькие почки, вот, и тут есть листики, то есть тут один листик, одна почка в основном, либо одна почка, два листочка, но очень мелкие, то есть это прям собирается обычно через 3-4 дня после цельнина. Хоуя тоже примерно в это же время, оба сорта очень редкие, вот, и я на самом деле поражен, то есть чай действительно эксклюзивный, после абсолютно меня не впечатлившего Хоукуя. Вот эти два продукта настолько порадовали, что я думаю, придется их у них забрать. Вот так вот управляет этим станком, только я немножко не привык, потому что надо и туда, и обратно прокатывать, немного смещать. И, в общем-то, все. И нажимать нужно довольно слабо, то есть, в принципе, просто разглаживается. Так мы уже видели на другом производстве. Вот Хаяо Джуна зима. Тайджуна. Я слишком сильно примял. И вот, собственно, лист прилип.
Испортить еще чай, в общем, я слишком сильно нажал. Но, кстати, чуть-чуть испортил. Буквально листиков, наверное, 10. Остальные все в полном порядке. Хозяин заводика показал очень интересную вещь. Значит, вот такой вот называется, как это, хуашишу. То есть, типа, камень похоже, дерево похоже на камень. То есть, это очень долго растет. Очень интересное, короче, дерево, которое не дает никакой, ну, ни листа, ничего. То есть, просто вот так вот растет. Похоже на, не знаю, гриб, не гриб, но внешне похоже на просто вот как ствол дерева. Кора. Очень необычная штука. Как пробковая, кстати, очень похоже на. Это, короче, они где-то в лесу нашли у себя. Редкий очень вид. Говорит, всем клиенты хотят купить, никому не продаем. Всем показываем эко-диву. Говорит, никто, говорит, такого не видел. Говорит, никого не знаю, у кого еще такое есть. Просто в лесу вот нашли и все. Ну, вот такая вот интересная штука. Где-то вот постолько вот за один месяц. Потом вырастает до такой высоты и уже не растет.